Привет, YouTube! И в этом выпуске рубрики «На бизнес» я расскажу вам о том, как разводят на доставке одежды с ASOS. Готовьтесь, сторонники варианта произношения ASOS, ведь, возможно, в этом выпуске я еще буду говорить ASOS, а может и не буду. Я, знаете, такой человек внезапный. Я вас предупредила, берегите нервы, будет непросто. Также поговорим с вами о том, как сайты объявлений наживаются на мастерах красоты без их ведома и о мошеннических звонках из банков. Не забываем, что наш телеграм-бот, вот он, в него вы всегда можете прислать истории обмана и разводов, которые произошли с вами, а мы сделаем об этом выпуск. Ну а некоторые темы, которые не вошли в выпуске, я публикую в своем инстаграм. Не забывайте, подписывайтесь и следите за постами. Ну а чтобы не пропустить выпуски на YouTube, пожалуйста, нажимайте обязательно на колокольчик, а также не забывайте подписываться на канал. С вас лайк за полезный выпуск, ну а мы не будем затягивать и поехали! В последнее время ситуация с международной доставкой особо не радует. Ко мне в бот от вас поступило очень много жалоб на доставку с ASOS. И да, если даже зайти на сайт с отзывами, найти там ASOS, то последними негативными комментариями оказывается не качество вещей, а период доставки. Люди ждут по 2 месяца, а то и дольше. Естественно, в такой ситуации народ начинает писать в техподдержку, в официальные группы ВК, типа такой, чтобы узнать, что с их заказом и когда он будет доставлен. Запросов много, техподдержки мало, как, впрочем, и конкретики. Сперва покупателю говорят одну дату, потом просят подождать еще недельку, потом еще. Судя по всему, ASOS сами в шоке с этой ситуацией. Но все стало еще печальнее, когда этой неразберихой воспользовались мошенники. И моя подписчица попалась по всем пунктам. В общем, я оставляла комментарии в группе ASOS по поводу своего заказа, и они мне написали в личку. Я подумала, что это администраторы данной группы. Спросили трек-номер моего заказа, потом написали, что мой заказ нужно будет отменить, и что они предоставят мне скидку 20% и бесплатную экспресс-доставку. Потом я написала, что выбрала другие товары, потом они посчитали сумму, какая там получится, он мне отправил платежку и сказал, что после платежки придет ссылка на электронную почту. Ссылку я им тоже скинула в своей электронке, и после того, как я перевела деньги, якобы мне должна была прийти ссылка на электронную почту и должен был обновиться заказ в моем личном кабинете. А за тот отмененный заказ они сказали, что мне вернутся деньги там в течение 10 дней. Ну и после того, как я перевела, я сразу поняла, что это мошенники. Мошенники провернули просто гениальную схему. Сидят, мониторят паблики ВК, чтобы поймать очередную жертву. Получают перевод и блокируют всех. Деньги не удалось вернуть ни через Сбер, ни через ВК. Но не только существующие клиенты сайта попадаются на этот развод. Мой подписчик решил приобрести товар, но так как на дворе был карантин, прежде чем делать заказ, уточнил, действует ли доставка в его город. Написал этот вопрос в личное сообщение поддержки ASOS, но так и не получив ответа, продублировал его уже в общем обсуждении. После чего буквально через минуту ему ответили. Сам аккаунт назывался ASOS Help Chat, поэтому у меня не вызвало это подозрений. Сама мошенница общалась очень грамотно, и я начал думать, что это официальный админ или представитель этой группы. Она сказала, что бесплатная доставка не работает, поэтому по программе лояльности может оформить экспресс-доставку бесплатно, и для этого мне нужно оплатить заказ, после чего мне придет письмо на почту, и потом заказ будет в моем личном кабинете на ASOS. Но, как понимаете, ничего мне не пришло. Да, это полностью моя ошибка, но мне очень обидно, что на кое-как собранные деньги меня тупо развели. Я натыкался в обсуждении о том, что есть мошенники. Так почему сообщество ASOS, видите, это все не напишет? Ребят, есть мошенники, будьте осторожней. Пишите нам, либо вот список наших представителей. Что за халатное отношение? Действительно, очень обидно, деньги уходят и вернуть их уже нереально. В официальной техподдержке просят обратиться в банк, а с банка направляют в полицию, где также разводят руками. К счастью, сейчас в комментариях официальной группы техподдержки уже активно обсуждают ситуацию с мошенниками, скидывают скрины переписок и открыто говорят про развод. И я очень надеюсь, что это поможет предотвратить повторение этой ситуации, и люди останутся при своих деньгах. Но лучше бы, конечно, ASOS сами закрепили об этом пост, ведь не все залезут в комментарии и увидят. Поэтому еще раз повторюсь, что, ребята, если у вас сейчас проблемы с заказом, то не переводите деньги по каким-то сторонним ссылкам. Все операции только в своем личном кабинете на официальном сайте. В одном из прошлых выпусков «На бизнеса» я рассказывала, как аккаунт в Instagram с обучающими курсами по наращиванию ресниц и ногтей списывал с каждого зарегистрировавшегося по 1000 рублей ежемесячно и без их ведома. Советую глянуть, чтобы быть в курсе таких разводов. На кое-что похожее, только с двойным подвохом наткнулась моя подписчица, которая работает визажистом. Ей пришло сообщение от незнакомого номера, типа как от очередного клиента. «Здравствуйте, хотела записаться к вам на макияж. Уточните расписание. На вашей страничке не указано».
Внизу непонятная ссылка. Девушка перешла по ссылке и оказалась в своем собственном профиле сайта Мастер Стиля, где указано имя, фотография, ее работы и контакты. И это все на ранее неизвестном ей сайте, на котором она не то что не регистрировалась, она даже ни разу туда не заходила. Ниже ссылка якобы на мою страничку. Я перехожу по этой ссылке и вижу, что на незнакомом для меня ресурсе находятся мои фотографии. Точнее, не мои фотографии, а фотографии моих работ. Макияжа, укладок, причесок, которые я там не размещала. Я вижу, девочки спрашивают, как вы работаете? Ой, какие красивые работы, какие хорошие работы, как же к вам можно попасть, как же к вам записаться. Я попыталась как-то ответить на эти сообщения, потыкала на них пальцем, на что сайт мне выдал такой результат. Вам нужно зарегистрироваться. И действительно, существует такой сайт Мастер Стиля. В разделе «О нас» значится инновационная онлайн-платформа, созданная для мастеров индустрии красоты, чтобы рекламировать себя. И вот таких сайтов со схемой мастера стиля очень много. Все их не перечислишь, зато все они любят привлекать клиентов вот такими смс-рассылками. В сети нашло огромное количество скринов похожих переписок. Причем переписка исключительно односторонняя. На уточнение расписания и прочие вопросы, номера, которые скидывали эти ссылки, не отвечали. Мастера переходили и натыкались на свои работы на левом сайте. Причем все данные, которые были на сайте Мастер Стиля, со слов девушек, были скопированы в основном из Авито и Юлы. У некоторых всю информацию нагло стырили из Инстаграма. И казалось бы, сперли фото работ. Но вроде как для привлечения клиентов. Авторство же сохранили, что жаловаться. Дополнительная реклама никому не помешает. Но нет. При регистрации сайт требовал данные банковской карты. Сайт предложил мне пробный период и размещение моих работ с привлечением клиентов. Пробный период то ли рубль, то ли 99 рублей. Я не помню, какая-то маленькая сумма за месяц. А потом, по истечении этого периода, плата будет взиматься автоматически. Если я не ошибаюсь, около 300 рублей. Вот. Что я сделала? Я начала проходить регистрацию, потом наткнулась на это условие, поняла, что это просто развод на деньги. Как мы видим, на заглавной странице сайт предлагает взять пробный период и оплатить всего 1 рубль. Казалось бы, можно попробовать, почему бы и нет. Но, зайдя в условия сотрудничества, мы видим, что в дальнейшем сумма обязательного платежа будет списываться автоматически с вашей карты, и сумма абонентской платы уже вырастает до 300 рублей. Кстати, в условиях сотрудничества также указано, что платформа оставляет за собой право односторонней регистрации и внесения изменений в учетную запись. То есть, например, если у вас возникли возмущения по поводу того, что мы вас зарегистрировали, то нас это не колышет. Видимо, платформа этой фразы пытается прикрыть нарушение использования персональных данных. Так что насчет клиентов? Может, зря жалуются, и сайт просто золотая жила для мастеров? Но, к сожалению, никто, кроме разгневанных мастеров, чьи данные использовали, особо туда и не заходит. Ведь, как показывает большинство отзывов, клиентов на этом сайте так никто и не нашел. А отменить списание абонентской платы оказалось невозможным. Как минимум, потому что на сообщения в техподдержку никто не отвечает. А обратившись в банк, рекомендуют заблокировать карту и перевыпустить новую. Вот это я понимаю, вляпаться в обязательный платеж. Да и самим клиентам там ловить нечего. Потому что большинство мастеров это просто ворованные фотки с других сайтов. Конечно, есть множество услуг, за которые клиент может оформить ежемесячное списание, но политика сайта должна быть прозрачной. Техподдержка адекватно отвечать и предоставлять обслуживание. Горячая линия работать в соответствии с указанным на сайте временем. Так что прошу вас, ни в коем случае не палите карту на подобных сайтах. Ведь порой даже незначительная стоимость услуги может перерасти в приличную сумму в банковской выписке. Друзья, если вы, как и я, любите шопинг на Алиэкспресс и ищете какие-то интересные подборки или вещи, то очень рекомендую вам телеграм-канал «Залез в Алиэкспресс». Именно по их рекомендациям я покупаю там разные прикольные вот такие вот футболки и толстовки. Ссылочку на эту футболку и на сам канал я оставлю в описании под этим видео. Друзья, как часто вы слышали истории про фейковых сотрудников банка, которые раздают призы, либо сообщают о мошеннических операциях по вашей карте? Уверена, таких пострадавших наберется не один десяток. А судя по моему боту, который просто забит такими историями, количество звонков участилось. А значит, и молчать об этом нельзя. Звонят пенсионерам, студентам, обычным пользователям банка. Не пропускают никого. И даже блогерам-миллионникам достается. Им тоже звонят и вешают лапшу на уши. Вот, пожалуйста, пример. Мне только что звонили мошенники. Говорит, только что с вашей карты Сбербанка был осуществлен перевод на карту Альфа-банка в размере 3000 рублей. А я точно знаю, что такого быть не могло, потому что у меня там нет денег. Я говорю,
Не может быть, денег нет. Подождите, сейчас к вам придет смс с номера 900, там будет ссылка, по которой вам надо будет перейти для того, чтобы подтвердить свою личность. Так вот, по этой ссылке переходить ни в коем случае нельзя, потому что вы предоставляете им доступ в личный кабинет. Звонки из банка могут быть по разным причинам, но основная из них – это звонок из службы безопасности. Как правило, номер мошенников обычно очень похож на номер банка. Это помогает ослабить бдительность уже на этапе звонка. О, знакомый номер, думаете вы, и уже расположены к разговору. А там главное разговорить и заставить делать нужные мошенникам операции. Например, бабушку моей подписчицы почти развели. Ей позвонили якобы из Сбербанка и сказали о том, что с ее карточки был сделан перевод в Новгород, и она должна сказать им, сколько у нее на карте денег, и тогда эти деньги ей вернутся на карту. Моя бабушка поверила и хотела отключиться, чтобы посмотреть, сколько на карте денег. Но мошенники сказали о том, что отключаться ни в коем случае нельзя, иначе все сбросится, и они не смогут перезвонить. Потом подошел мой папа и сказал, что сам поговорит с этими людьми. На что мошенники сказали, что третьим лицам передавать трубку нельзя. В итоге мы позвонили в Сбербанк, где нам сказали, что это мошенники и что переводить им деньги не надо. Вариантов развода несколько. Обычно это просьба зайти в мобильный банкинг и перевести деньги на счет сберегательного сейфа, чтобы уберечь свои средства от попытки взлома. Думаю, не нужно говорить, что счет сейфа – это как раз-таки карта мошенника. И в этом случае клиент самостоятельно переводит свои деньги в деревню дедушки. Также не брезгуют использовать пресловутую ссылку с номера 900, по которой ты заходишь не в оригинальный банкинг, а на его копию, попутно введя все данные с логином и паролем. Также такие операторы мастерски умеют заговорить собеседника, запутать, постоянно просят предоставить то одни, то другие реквизиты, сперва безобидные, а потом задача усложняется, и для быстроты подтверждения нужно сказать заветные 3 цифры на обороте карты. Ведь не зря так часто люди выдают все тайны реквизитов своей карты. Ну, просто представьте, вам звонят с банковского номера, представляются, называют вас по имени, мало того, знают, из какого вы города, и просят продиктовать номер карты. Только не сотруднику, а роботу. Именно такой звонок поступил моей подписчице. Вот как раз его запись. Вас беспокоит отдел мониторинга и переводов платежей Сбербанка. Меня зовут Андрей. Порядковый номер 13.2. Сориентируйте, вы за последние 15 минут совершали какие-либо расходные операции по картам нашего банка? Нет. Вам необходимо пройти этап подтверждения личности по номеру финансового договора с нашим банком, либо же по номеру вашего любого действующего пластикового носителя. Дело в том, что данные переводы мы можем заблокировать всего лишь на 15 минут, так как они уже ушли в обработку. То есть на данный момент ваши денежные средства находятся на транзакционном коридоре. Зафиксировать по 2 цифры членораздельно, не останавливаясь, для того, чтобы робот читал ваш голосовой ответ. Девушка не представила свои данные, просто сбросила трубку и позвонила в реальный контакт-центр, где ей подтвердили ее опасения. Звонок был от мошенника. И знаете, первое, о чем я подумала, послушав этот звонок, как же смахивает на реального сотрудника банка. Даже голос звонившего типичный для работника колл-центра. Монотонный, хорошо заученный скрипт. Даже на заднем фоне слышится гул офиса. Это тебе не звонки Авито с мест не столь отдаленных. Информацию о мошеннических звонках можно найти на сайте любого банка. Схема старая и, тем не менее, рабочая. Следите за тем, какой номер вам звонит. И если у вас появилось подозрение, что это мошенник, прервите разговор и перезвоните на официальный номер банка. Никому не сообщайте данные для входа в личный кабинет. Ведь настоящий сотрудник банка никогда их не попросит. Не переходите по ссылкам на незнакомые ресурсы. Будьте бдительны, так как доказать свою невиновность будет очень сложно. Банки отказывают в возврате средств, поскольку снятие денег с карты произошло по вине самой жертвы. На этом сегодня все. Спасибо огромное, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока.